Всем привет, ребят! Как вы уже поняли из названия видео, здесь у нас PlayStation 4 Slim на 1 терабайт. Это абсолютно новая консоль, это не БУ, купленная с рук. Сейчас мы ее распакуем, посмотрим, что и как нам туда положили в 2019 году. По ходу я расскажу, почему я взял именно Slim версию, а не Pro. Почему 1 терабайт, я вообще изначально 500 гигабайтовую версию искал. Вот. Ну и как так вышло, что я тянул почти 5 лет с момента выхода PlayStation 4. Короче, погнали распаковывать. Так, заказывал я ее на Озоне. В принципе, наверное, видно по надписи на этом скотче. Собрал буквально сегодня. Так, в общем, вот она, красавица. Аккуратно себе лежит. Доселе ее никто не открывал. Короче, немного слов о тех сложностях, которые у меня возникли при покупке данной консоли. В общем, 2 месяца назад я заходил в свой местный M-Audio, видел там в продаже на тот момент 5 или 6 консолей. Из них были 2 Pro версии, остальные были слимки. Причем даже не на 1 терабайт, а на 500 гигабайт. И, в общем, меня устраивала цена, я хотел купить себе обычную слимку на 500 гигабайт. И я пришел туда несколько дней назад и увидел пустые полки, и стоит всего 2 Xbox, ни одного PlayStation. Я как бы перекрестился нахрен, подумал, что столько я не выпью, и ушел. Не подумайте, я ничего не имею против Xbox, просто на ней практически нету эксклюзивов. Никаких. Все эксклюзивы, которые якобы выходят на Xbox, потом оказываются на Windows. У меня тьфу-тьфу-тьфу нормальная видеокарта, поэтому я не считаю для себя целесообразным покупать себе Xbox. Вот. И я пошел в другой магазин, который специализируется именно по продаже игровой атрибутики, дисков, самих этих консолей, комплектующих и так далее. И там лежала версия на 1 терабайт, тоже вот Slim, но только не на 500 гигабайт, а на 1 терабайт. И она стоила 26 тысяч. В комплекте шел диск Gran Turismo. Первый мой вопрос продавцу был: а на 500 гигабайт есть? Мне сказали, что вы знаете, их сняли с производства, сейчас вот те, которые есть, их, наверное, уже все распродали. То есть он сказал, что им не привозили вообще на 500 гигабайт уже несколько месяцев. И, скорее всего, уже и не будут привозить. Но после этого я пошел домой, и что-то мне подсказало, что надо зайти на Озон, интернет-магазин, посмотреть, какая там ситуация, потому что до этого момента я там недели 2 назад был, там во всем магазине, если вбить PlayStation 4, то выскакивает только Pro версия за 34 тысячи, и то написано, что ее нет в наличии. Вот. О слимках вообще речи не было. И вот что-то я зашел на Озон, вбил запрос, и мне показали вот это вот. Я, мягко говоря, охренел, потому что стоимость этой коробки составила 23 800, что-то такое. Вот, и это совсем не то, что мне предлагали у меня в городе, за 26 тысяч с одним Gran Turismo. Здесь очень хороший набор. Здесь есть, кстати, тот же Gran Turismo. Здесь Бог войны. И здесь Horizon Zero Dawn Complete Edition. Также подписка на 3 месяца на PlayStation Plus. И все это за 23 800. Я, конечно, себя пару раз ущипнул. Мне сплю я, не сплю. Короче, я нажал заказать сразу же.
подумал, что мне сейчас скажут, что какая-то ошибка на сайте, что товара нет в наличии. Но в итоге уже на следующий день мне подтвердили, что заказ упакован и отправлен в мой город. И еще через 2 дня я благополучно забрал его в пункте выдачи. Продолжаем распаковку. Я покажу вам коробку со всех сторон. Здесь скриншоты из каждой игры, которая входила в комплект. Так, продолжаем открывать. Так, внутри этой коробки у нас еще одна коробка. Так, это нам больше не понадобится. Так, здесь у нас слишком много каких-то надписей. Давайте посмотрим. Общая информация. С момента выпуска PlayStation 4 в 2013 году мы уменьшили ее вес на 27% и потребление энергии на 47%. Если PlayStation 4 какое-то время не используется, система автоматически перейдет в режим ожидания или режим покоя для снижения энергопотребления. Мы стараемся маркировать компоненты системы PlayStation 4 для упрощения сортировки пластмассы при вторичной переработке. При изготовлении корпуса PlayStation 4 используются только огнезащитные составы, не содержащие хлора и брома. Мы используем картонную упаковку, которая может быть легко переработана. Эта упаковка может быть переработана вторично, а возможности переработки. И последняя запись. Выбрасывая вашу PlayStation 4 или сдавая ее на вторичную переработку, убедитесь, что не нарушаете соответствующих законов и требований. Ну, как бы говорит о том, что ребята достаточно заморачиваются даже с упаковкой, скажем так. Не только самой консолью, но еще и с тем, в чем они ее поставляют. Это очень приятно. Открываем. А как мы ее открываем? С какой стороны? А открываем мы ее с обоих сторон, то есть с этого бока и с другого. Так, хочется как-то попробовать аккуратно, ничего не раздербанив. Открыть ее как кейс, к сожалению, не получится, потому что коробка сделана так, что можно ее достать либо с одной стороны, либо с другой. Но вот так, к сожалению, не получится. А жаль. Было бы круто. Ну ладно, посмотрим, с какой стороны нам было бы удобнее. Наверное, все-таки с этой. Так, о, я вижу уже. Нам попался один диск. Вот она вылезла сама консоль, и с ней еще один диск. Gran Turismo. Так, пока отложим. Еще один диск, все на месте, это радует. С другой стороны мы достанем всю документацию, провода, джойстик наш DualShock. Так, это что? Это зарядка для джойстика. Это кабель питания. Это наш DualShock.
Интересненько. Сейчас все близко рассмотрим. И документация. В принципе, ничего лишнего. Все, коробка пустая. Можно ее отложить. Ну, теперь давайте поближе посмотрим, что мы тут достали. Значит, помимо самой приставки, у нас здесь, конечно же, есть джойстик DualShock. Давайте сразу его откроем. Точнее, достанем, он и так открыт. На самом деле дизайнеры очень хорошо постарались. Красивый джойстик, стильный, черный, ну как бы прекрасный цвет. Удобно лежит в руке, как в принципе и все джойстики предыдущих поколений. От третьего PlayStation, от второго и так далее. Но этот самый уникальный, как мне кажется. Ладно, давайте пока его отложим. Так, здесь у нас, конечно же, кабель питания. Тут особо много не скажешь. Это зарядка для джойстика. Это вот спасибо огромное, друзья, за то, что положили HDMI кабель. Потому что кладут далеко не все. Спасибо. Здесь даже есть какие-то простенькие наушники. Даже не наушники, а одно ухо. Давайте посмотрим. Ага, здесь же у нас можно вставлять наушники в сам джойстик, что очень удобно. Крепление на одежду. И я так понимаю, здесь есть какой-то микрофончик. Ну ладно, это мы потом получше узнаем. Так, с этим понятно. Здесь у нас документация. Инструкция, как вставлять диски, как включать консоль, как подключать к интернету и так далее. Ну, все стандартно, ничего необычного. Подписка на 3 месяца на PlayStation Plus. За это тоже отдельное спасибо. И еще руководство по безопасности. Ну, куда ж без него. Ну, когда сломается, тогда я почитаю. Ну и 3 диска эксклюзива, которые были обещаны. Horizon Zero Dawn, Gran Turismo и God of War. Я, честно говоря, был в шоке, что они за такие деньги положат еще и God of War. Это же не такая старая игра, она вроде бы совсем недавно вышла. Вот, всем так понравилось, была довольно успешной. Я не думал, что ее начнут пихать в подобные наборы. Это очень приятно, за что еще раз благодарим компанию Sony. Так, ну и теперь, конечно же, сама консоль. Давайте закончим распечатывать и ее. Напишите в комментариях, кому какой цвет больше нравится. Лично мне нравится черный. Я очень рад, что получилось достать именно такую. Мать моя! Только посмотрите на нее. Матовая поверхность не будет покрываться никакими пятнами. Вот она. Причем матовая абсолютно со всех сторон. Действительно маленькая, очень удобная. Вижу 2 USB порта или порта. Что у нас на другой стороне? На другой стороне HDMI, Ethernet кабель для шнура питания и AUX разъем. Очень удобно и прочно находится в стоячем положении. Ну, если кому нравится, можете просто ее плашмя положить. Ну что, давайте ее подключим, заодно проверим, работает ли она. Короче, первый запуск. Чтобы вы понимали, до этого у меня еще не было 4-го PlayStation, и я всего 1 раз играл. Ну, в общем, это было с друзьями в Mortal Kombat XL. То есть у моего друга есть PlayStation, вот у него я пару раз играл. У себя я не включал вообще никогда. Так, у нас только что загорелся прекрасный логотип компании Sony.
Признаюсь, эти ребята сделали мое детство. Так, соедините контроллер. Контроллер у нас загорелся вот таким красивым цветом. И просят нажать кнопку PlayStation. Давайте нажмем. Выберем наш язык. Я, наверное, немножко прозумирую, чтобы лучше видно было. Да? Сейчас еще чуть-чуть. Мы уже убедились, что она работает, это радует. Давайте произведем какие-нибудь элементарные настройки и, в принципе, я думаю, можно на этом обзор завершать. Так, установить соединение с интернетом. Конечно, установить. Я даже вставил Ethernet кабель специально. Так, вот PlayStation камеры у меня нет, извини. Давай пока пропустим. Так, подключите камеру. Будет показано изображение с камеры. Если у вас нет камеры, нажмите пропустить. Нажимаем. В каком часовом поясе? Вот именно в этом я и нахожусь. Так, время у нас сейчас... А что, он сам определил правильно, да? Давайте проверим. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Нажимаем далее. Так, задайте время, по истечении которого система PS4 автоматически выключается, если с ней ничего не происходит. Так, воспроизведение мультимедиа 4 часа. Ну, давай так и оставим. Общая настройка 20 минут. Так. Короче, оставим по умолчанию. Выберите функции, которыми вы хотите пользоваться в режиме покоя, чтобы чем больше функций вы набираете, тем выше будет уровень энергопотребления системы PlayStation 4. Быстро продолжить работу с того места, на котором остановились. Ну, я надеюсь, если я поставлю галочку, она у меня через неделю не сгорит. Далее. Так, мы можем собирать данные этой системы PS4, только использовать. Ага, понятно. Для каких целей используются данные и так далее, если вы согласны на обработку. Так, служебные данные, дополнительные данные. Исправление ошибок, улучшение свойств продукта. Ребят, я вам доверяю, я, мать вашу, согласен. Но это мы точно читать не будем, хотя бы раз в жизни следовало бы прочитать хотя бы одно гребаное соглашение. Но кто это делал? Уж точно, блядь, не я. Так, настройка вашей системы завершена, удивительный мир развлечений ждет вас, очень на это надеюсь. Так, эпилепсия. Спасибо, не надо. Добро пожаловать в PlayStation 4. Юзер 1. Это я. Также можно управлять системой PlayStation 4 при помощи голоса. А как это сделать? Я хочу управлять голосом. Очень хочу. Войдите в сеть PlayStation Network и посмотрите новейшую информацию об этом приложении. Так, прямой эфир, прямые трансляции, галерея снимков, веб-браузер, библиотека. Ну ладно, вот сейчас зайдем в Playroom, посмотрим, что это такое, и, наверное, все. Так, для использования сетевых функций обновите системное программное обеспечение. Если используются какие-либо приложения, вы выберите «Обновить позже», а затем сохраните результаты работы приложений. Что, давай сейчас, какого черта? Давай далее. Так. Система PS4 будет перезапущена и начнется обновление. Обновить. Так, ну он хочет обновиться. Если он хочет, не будем ему препятствовать. Посмотрим заодно, что он нам тут обновляет. По окончании подготовки система будет перезапущена и будет установлен файл обновления. Может, прошивка новая или что-то в этом роде. Давайте подождем и посмотрим. Перезагрузилась.
установления системного программного обеспечения. Но я все равно это промотаю, вы понимаете, я вас не буду долго мучить. Установились и перезагрузились снова. Я надеюсь, мы именно перезагрузились, а не стали кирпичом. А то всякое бывает. Особенно с моей удачей. Реконструкция, господи, как все сложно. Эпилепсия, я помню, с возвращением PlayStation 4. Нажмите кнопку «Пожалуйста». Нет, я юзер 1. Так, новые надписи, читаем. Используйте вашу систему PlayStation 4 максимально. Это хочешь сказать PS4, но это, блин, не персональный компьютер, в конце концов. Загружайте новейшие любимые версии PlayStation 100, станьте друзьями с другими игроками, общайтесь с ними, поделитесь вашими чудесными мгновениями. Далее. Я впервые в сети PlayStation Network. Вот, сейчас это тот момент, когда мы, наверное, прервем данный обзор, сделаем какие-то выводы, подытожим, ну и я начну играть. Ну, в общем, я надеюсь, все поняли. Все-таки почему Slim, когда есть Pro, хорошее качество, 4К, HDR и так далее. Да, мать вашу, посмотрите на мой монитор. Здесь 27 дюймов. Как бы, когда я со своими друзьями играл в Mortal Kombat у своего друга на его PlayStation, у него здоровеннейший, у него большая плазма, там где-то 50 дюймов и так далее. И когда он включил игру, не кат-сцену, а именно вот игровую графику, я офигел с картинки, у него тоже Slim, у него не Pro версия. Я офигел с картинки, я даже встал, подошел и вот так вот втупился. Посмотреть, увижу ли я хоть один долбанный пиксель. И знаете что? У меня не получилось. Вот на том расстоянии, вот на таком, с которого я смотрел, я не смог увидеть ни одного пикселя. А что уже говорить о том, если я сижу и в расслабленном темпе, ни к чему не придираясь, спокойно играю на нормальном расстоянии. Я не увижу никаких недочетов. Мне не нужна Pro версия. Плюс как бы еще одна причина, то, что по слухам скоро выйдет уже 5-й PlayStation. И там, мне кажется, будет только 4К со всеми возможными наворотами и так далее. И как бы почему я сразу не взял эту приставку, как только она появилась. Потому что, ну, посудите сами, если взять опыт с предыдущими PlayStation'ами, со вторым, с третьим, они выпустили второй вот такого громадного размера, потом они его переделали, сделали поменьше. То есть те, кто купил на старте продаж, они потратили денег. Потом компания Sony выпустила обновленные версии, куда девать старые непонятно. Конечно же, можно продать и купить обновленную версию, но этот геморрой, скажем так, он не каждому нужен. Точно так же и с третьим PlayStation, как они выпустили вот такую бандуру огромную, потом они выпустили Slim-версию. Но вроде как, слава богу, они на этом остановились, они никакие там... Выпустили Slim и, слава богу, хрен с ней. Вот у меня в итоге PlayStation 3 тоже Slim. Здесь, ну, к бабке не ходи. Понятно, что одной версией 4-го PlayStation эти ребята не ограничатся в 2013 году. В итоге прошло пару лет, пожалуйста, выпустили они Slim. Чуть позже они выпустили Pro-версию. Кто-то, конечно же, покупает Pro. У кого есть хороший телевизор с 4К, такие телевизоры есть не у каждого. Лично мне пока что на данном этапе хватает разрешения Full HD. Очень хорошая, сочная, свежая картинка. И, в принципе, ничего другого не нужно. А когда выйдет PlayStation 5, вот тогда уже я, наверное, задумаюсь. И, опять-таки, я точно не буду брать его на старте продаж. Не потому, что у меня нет денег, просто потому, что я привык все делать с толком, с расстановкой и так далее. Вот. А вот этот комплект, скажем так, мне просто чудом удалось найти. Буквально на следующий день, зайдя на эту же страницу в Озоне, я увидел, что все, уже товара уже нет. Вот прошло, что самое интересное, уже 4 дня, товара все еще нет. А найти подобную комплектацию, чтобы был God of War, чтобы был Horizon и тот же, ну хрен с ним, этот Gran Turismo, это, ну я не знаю... Я не знаю, сколько бы мне это стоило, если бы я нашел это у себя в магазине. Если один Gran Turismo
и приставка на 1 терабайт стоила аж 26 тысяч рублей. Ну просто сказочно повезло найти на Озоне за 23 800. Поэтому, ребят, делайте покупки в интернете, лазьте, смотрите, интернет огромный, что-нибудь вы для себя выгодное точно найдете. Ну, в принципе, все, что хотел рассказать, показать, надеюсь, вам было интересно. Имеет ли смысл покупать PlayStation 4 в 2019 году, когда скоро выйдет уже, ну, наверное, скоро, может, через годика полтора-два выйдет 5-й PlayStation. Имеет ли смысл покупать 4-й? Я считаю, что имеет. На старте продаж она была очень бедна на эксклюзивы. По-моему, был один Bloodborne, потом Uncharted подвалил. Что-то, конечно, еще было. Until Dawn. Вот. Что-то было еще, я сейчас точно не вспомню, но эксклюзивов было не очень много. А сейчас эта консоль, ну, просто адски богата на эксклюзивы. Один Red Dead Redemption чего стоит. И я даже рад теперь, пожалуй, что у меня в итоге версия на 1 терабайт, а не на 500 гигабайт, как я искал до этого. Я искал более простую версию. Потому что один Red Dead Redemption весит почти 100 гигабайт. Как мне кажется, это рекорд для игры вообще в принципе. Кажется, Ведьмак, на данный момент самая обширная игра, в которую я играл, вот размер 3-го Ведьмака, Дикая охота, по-моему, до 60 гигабайт. Что-то вот со всеми дополнениями. Вот что-то в этом роде. А Red Dead Redemption около 100 гигабайт. Вы просто представьте себе. Сейчас еще Death Stranding скоро выйдет. Я представляю, сколько он будет весить. Поэтому берите, ребята, на 1 терабайт. Ни в чем себе не отказывайте. И все у вас будет зашибись. Спасибо, что смотрели. Я надеюсь, вам было не скучно. Сейчас я все это дело буду монтировать, чтобы вам было интересно посмотреть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорого.